Добрый день, уважаемые друзья, подписчики, коллеги. Сегодня будем говорить о американских выборах, их влиянии на вообще внешнюю политику Соединенных Штатов, влияние исхода этих выборов на политику Штатов и, соответственно, на Китай и, как следствие, угрозы для внешней и внутренней политики России. Действительно ли Китай ставит на Байдена? Такая информация у нас очень широко растиражировалась в российских СМИ, в среде политологов, аналитиков и так далее. И важно понять, откуда этот тезис появился, чем он подкреплен, действительно ли он соответствует реальности. Как ни странно, и на самом деле достаточно неприятно, это то, что этот тезис появился в качестве пропагандистского штампа, и принадлежит он авторству Дональда Трампа, который пытается с помощью этого тезиса о том, что Байден – это проводник китайских интересов, соответственно, очернить своего политического оппонента. Почему это происходит? Потому что Соединенные Штаты, они буквально накачаны сверх меры антикитайской пропагандой. То есть американское общество, оно абсолютно стало антикитайским за последние много лет. И, соответственно, вопрос принадлежности к китайскому лобби, он является критическим для избирателя. Поэтому оппоненты, они и используют, соответственно, такую антикитайскую риторику. Это очень хорошо видно и в программе, то есть платформе республиканской партии и демократической. Но еще раз подчеркну, что в данном случае тезис о том, что Байден – это некий китайский агент влияния, агент их интересов, он является производной от достаточно такой сумбурной, запутанной, подчиненной сиюминутным интересам риторики Трампа. И очень, опять же, неприятно то, что наши российские политологи, они используют, по сути дела, листовку в качестве документа. Это в корне неправильно. Но, как бы парадоксально это ни звучало, дело в том, что действительно в вопросе о том, является ли Байден проводником китайских интересов, действительно есть существенная доля истины. И заключается она в том, что именно Байден являлся вице-президентом при Бараке Обаме, при демократе. И именно при Обаме было построено то самое взаимосвязанное экономическое, по сути дела, единое пространство Соединенных Штатов и Китая, торговля между которыми достигла беспрецедентных размеров. Китай был первым торговым партнером Соединенных Штатов с товарооборотом свыше 600 миллиардов долларов. То есть это было примерно в 6-8 раз больше, чем товарооборот России. То есть это гигантский, колоссальный, взаимовыгодный для демократов и их политических союзников Китая организм. Но мы должны понимать, что действительно политические союзники демократов в Китайской Народной Республике это отнюдь не Си Цзиньпин. Это отнюдь не военная аристократия, военно-политическая элита китайского общества, которая представлена, соответственно, Си Цзиньпином и проармейскими элементами в нынешней системе власти, а представлена системной оппозицией, проамериканской группой, о которой я впервые написал в своей книге в 2016 году «Некоронованные короли Красного Китая», соответственно, и уже более подробно, детально изучил их в новой книге «Китайская власть», которая будет доступна к продаже в середине сентября. Это китайский комсомол, выходцы из Китайского союза коммунистической молодежи, который при Мао Цзэдуне существовал в качестве нового демократического союза китайской молодежи, непосредственными организаторами попытки демократизации Китая на площади Тяньаньмэнь.
и связанными в том числе с трансфером власти во время эпидемии SARS 2002-2004 годы и в нынешний период 2020 года. То есть те лица, которые ставят на Байдена, это действительно китайская партийно-хозяйственная номенклатура, выходцы из, соответственно, у них сейчас розовый цвет, это сторонники мягкого социализма, впрочем, как и Демократическая партия США, и, соответственно, сторонники непосредственных контактов с Демократической партией и выгодополучателей победы Байдена. Далее я, естественно, подкреплю свой тезис аргументами и фактами. И сейчас просто закончу мысль о том, кто же ставит на Трампа в Китае. А в Китае на Трампа не ставит никто. Но дело в том, что для Си Цзиньпина, для НОАК, для военной аристократии, военно-политической элиты китайцев, ряда региональных группировок из внутреннего Китая, из провинции Фудзянь, победа Трампа более предпочтительна, чем победа Байдена. Почему? Потому что победа Трампа означает проигрыш Байдена. То есть, если быть предельно конкретным, Си Цзиньпину выгоден проигрыш Байдена, в результате чего Си Цзиньпин сможет продолжить свою, соответственно, политику по созданию огромного евразийского экономического пространства, но он уже теперь не только евразийское, то есть политику одного пояса, одного пути, отказа от американских связей и много-много других, соответственно, политических и экономических программ, которые были начаты в период его правления 2012-2013 год. Соответственно, чтобы не гадать на кофейной гуще, кому выгодна победа Байдена, кому выгодна победа Трампа и так далее, в отличие от наших политологов, мы должны, опираться на факты. Факты изложены непосредственно в платформах, политических платформах Республиканской демократической партии. И, соответственно, они доступны в интернете, вы можете сами их найти. И мы сейчас просто сравним, что пишут демократы, что пишут, соответственно, республиканцы. На первый взгляд, это вообще в отношении Китая близнецы-братья. Но это только на первый взгляд, потому что ощущение создается, что, по сути дела, обе партии стараются максимально выглядеть антикитайскими. И очевидно, что антикитайскими настроениями накачано, пропитано современное американское общество. Для нас это большой плюс. Вектор антироссийский однозначно сменился на антикитайский в самом непосредственно американском истеблишменте. И это возможность для определенных действий Российской Федерации в этом направлении, выгодных для себя. Так вот, все программы пропитаны всеми возможными пунктами о тех или иных нарушениях, которые предпринял Китай. Грубо говоря, и все программы пишут и о Гонконге, и об уйгурском вопросе и так далее. Но, как говорят немцы, предки Дональда Трампа, черт в мелочах. И если мы начинаем разбирать эти мелочи, то мы натыкаемся на крайне существенные различия в подходах Китая. Первое, чем очень сильно выделяется демократический подход, подход Байдена, это то, о чем я уже говорил. Байден обещает закончить торговую войну против Китая, то есть выступить в интересах как раз уже упомянутого партийно-хозяйственного аппарата, который является выгодоприобретателем американо-китайских экономических связей. И это отнюдь не Си Цзиньпин, который эту торговую войну начал. То есть речь идет о Ли Кэцяне, о премьере-министре Китая, непосредственно главе его секретариата, соответственно, Сяо Цзэ, который, соответственно, параллельно, об этом мало кто пишет, он является главой тарифного комитета, то есть непосредственным регулятором как раз вопросов сделки с американцами. То есть, если Лю Хэ – это фронтмен, это говорящая голова, седая голова, которая посещает, соответственно, Трампа, то регулятором вопросов, реальным бюрократом на делопроизводстве является непосредственный заместитель Ли Кэцяна в качестве главы его секретариата в правительстве Госсовете КНР.
То есть Байден, в отличие от Трампа, он предлагает эту торговую войну закончить. То есть привести все к тому знаменателю, который был при Ху Цзиньтао, тоже главе комсомольской группы, генеральном секретаре предыдущем и, соответственно, Бараке Обаме. То есть вот к этому процветанию вот этих вот групп демократов и комсомольцев Китая. Снова наполнить, соответственно, китайскими товарами американскую экономику, привести снова открыть двери для китайских инфраструктурных инвесторов в, соответственно, американскую экономику и спасти, соответственно, китайскую экономику, но не всю экономику, а именно ту экономику экспортных областей, которые и являются, соответственно, контролировали во многом комсомол. Вот это самое существенное отличие от, соответственно, Трампа. Трамп, в свою очередь, наоборот, предлагает полностью, соответственно, выключить китайский фактор экономического влияния из американской экономической жизни. То есть речь идет о полном сокращении, где это возможно, американской торговли. Значит, это сейчас обозначается модным американским словом decoupling, то есть это разведение, разрыв пары и так далее. Очень емкий и точный термин. Соответственно, американские производства им не только предлагают компенсировать налоги при выводе из Китая, но им еще и предлагают, в случае, если это высокотехнологичное производство, робототехника, фармацевтика, им предлагают еще и субсидии государственные. То есть импортозамещение с американским лицом. Значит, вот что предлагает Трамп. И кроме этого он предлагает также делистинговать американские представительства китайских компаний. Речь идет о более чем 200 компаниях, которые находятся на американском рынке. То есть все бенефициары вот этого сближения Ху Цзиньтао-Обама, комсомол, Демпартия, они должны просто быть уничтожены. Все их накопления, все их влияние, весь их потенциал, в том числе, который выражен и в тех, кто владеет акциями этих китайских предприятий, ну, например, это Alibaba, это Pinduoduo, это разные, то есть, соответственно, высокотехнологичные компании, которые, выгодополучателями действия которых являются вот граждане Америки, содействовавшие такому, соответственно, связыванию пары Китая и США на экономическом пространстве. Вот что предлагает, собственно, в экономическом подходе Трамп. То есть Си Цзиньпин, как представитель армейской элиты, ВПК, естественно, абсолютно не пострадает от такого декаплинга. То есть он, соответственно, ВПК никак китайский не представлен на американском фондовом рынке. Китайский ВПК заинтересован только в американских технологиях. Он не осуществляет экспорт своей продукции на американский рынок. И, соответственно, те группы, которые связаны с Си Цзиньпином, они абсолютно не пострадают. Наоборот, их влияние будет пропорционально расти, пропорционально упадку, соответственно, вот комсомольского партийно-хозяйственного проамериканского аппарата. Поэтому в данном случае, конечно, потери Китая от вот такого экономических действий Трампа, они минимальны. Например, наоборот, в случае прекращения этой войны, то есть рост влияния армейской верхушки военной, при Си Цзиньпине он абсолютно замедлится в случае победы Байдена. То есть в данном случае, конечно, доля истина есть в даже пропагандистской листовке, что часть китайской элиты, к слову говоря, антироссийской элиты, проамериканской, они, конечно, заинтересованы в победе Байдена. Дальше, я думаю, что следует обратить внимание на различия в подходе к финансированию армии, внешней политики. Разумеется, демократы – это сторонники, большей частью, конечно, мира. Это сторонники смены режимов с помощью оранжевых революций. Они это очень прекрасно продемонстрировали, соответственно, при Обаме. Соответственно, и в программе Байдена четко сказано о сокращении бюджета Пентагона. То есть, разумеется, бюджеты Пентагона будут сворачиваться, и в отличие от Трампа, где в программе, платформе республиканской партии указано, что наоборот, соответственно, никаких расходов на Пентагон сокращаться не будет, и Америка будет проводить свои, соответственно, действия
В том числе есть такая формулировка в отношении Тайваня, что даст отпор. То есть речь идет о том, что США готовы втянуться в войну на стороне Тайваня в случае победы Трампа на выборах, в случае агрессии Китая в отношении Тайваня. Более того, виден также, соответственно, тон, общий тон высказываний. То есть, если тон высказываний платформы республиканцев достаточно жесткий, дать отпор, соответственно, сдержать, агрессивный, обвиняющий, то в платформе демократов тон по отношению к Китаю более сдержанный. То есть речь идет о формулировках, что говорить с Китаем с позиции силы, не дать Китаю, там, скажем, продвигать свои интересы и так далее. То есть это примиренческая позиция по отношению к Китаю. В данном случае, конечно, тем бенефициарам китайско-американского сотрудничества, конечно, им выгоден Байден абсолютно. И тем, кто, соответственно, поддерживает Си Цзиньпина, им Байден абсолютно не выгоден. То есть речь, опять же, идет не о том, что китайская элита хочет поддержать Трампа в лице Си Цзиньпина, а речь идет о том, что Си Цзиньпину крайне не выгоден Байден, поэтому они готовы поддерживать даже Трампа, несмотря на угрозу реально боевых действий. Вот. Это то, что очень четко бросается в глаза. Есть еще очень тонкие отличия в отношении, значит, поддержки прав человека и в особенности национальных меньшинств. Конечно, и в той платформе речь идет о том, что будет поддерживаться, соответственно, борьба за права человека в Гонконге и так далее. Но когда речь идет о таком вот важном вопросе для Китая, особенно сейчас, в связи с тем, что к уйгурскому вопросу прибавляется потихоньку очень важный монгольский вопрос, так вот, в отношении национальных меньшинств демократы очень резко выступают за поддержку прав национальных меньшинств и тибетцев, и уйгуров. Речь идет о том, что Китай развернул репрессии, то есть в платформе фигурируют вот эти вот миллионы заключенных уйгуров. А если мы посмотрим на платформу Трампа и вообще на его действия, кстати, по поводу уйгурского вопроса, в платформе указано, что у уйгуров и у иных национальных меньшинств просто происходит, значит, культурное притеснение. Ну, то есть там не дают учебники на этом языке издавать, да, там запрещают носить определенную национальную одежду. То есть речь идет об очень слабых, значит, притеснениях в отношении национальных меньшинств. И, конечно, это очень сильно бросается в глаза при сравнении с платформой Демократической партии. То есть понятно, что Демпартия в случае прихода Байдена к власти в отношении Китая будет использовать фактор раскачки внутренних национальных окраин, соответственно, да, и опираться на абсолютно купленную часть китайской элиты, о которой я уже упомянул выше. И в этом очень сильное различие. Ну, хочу также вот ваше внимание обратить на интересный момент, который отсутствует у демократов. Они по факту, демократы, они ведут себя как социалисты, атеисты, а вот у Трампа есть строчка, которой нет у демократов в отношении Китая. Трамп предлагает, как и все, кстати, правые глобалисты, поддерживать христианское движение в Китае и, соответственно, не дать китайским властям это христианское движение, соответственно, подвергать репрессиям. Это очень четко прописанная формулировка, и на это будет, соответственно, устраиваться политика республиканцев в Китае в том числе. Это то, что касается непосредственно программ. Да? Значит, теперь снова вернемся к вопросу, а что будет для Си Цзиньпина в случае победы Байдена? А для Си Цзиньпина в минимальном своем вреде эта победа будет выражаться в том, что на, соответственно, 20-м съезде в 2022 году Си Цзиньпин не будет избран снова генеральным секретарем, либо на, соответственно, двух сессиях 2023 года по итогам съезда 20-го в 2022 году Си Цзиньпин не будет избран на третий срок председателем Китайской Народной Республики. То есть норму, соответственно, права, которую продавили в рамках Конституции 2018 года, о чем подробно в моей новой книге описано,
полностью разобрана эта Конституция и так далее. Соответственно, эта норма права, она не будет реализована, она не будет использована. Конечно, для армии это означает постепенное, возможно, радикальное отстранение от ряда тех должностей проармейской группы, которые она успела в результате 2 раундов чисток получить. Это очень серьезные последствия для китайской элиты. И это означает то, что в случае победы Трампа Си Цзиньпин будет действовать превентивно. В случае победы Байдена Си Цзиньпин будет действовать превентивно и, соответственно, будет действовать на опережение. То есть, возможно, либо это будут открытые боевые действия, которые будут означать, что война все спишет, будет военное положение. Как вы понимаете, с учетом активности военной НОАК на границах это несложно. Это может быть как Северная Корея, так и Тайвань, так и Южно-Китайское море. Это может быть и Индия, и Афганистан, и Иран, и да, черта в ступе, любое место, в том числе какая-нибудь пограничная операция в Мьянме, на которую можно все списать. И, соответственно, вот такие превентивные действия, они будут предприняты с целью сохранить власть. Также, скорее всего, выборы очень сильно повлияют на повестку пленума, на его сроки проведения. Пленум Компартии 19-го съезда, если не ошибаюсь, 5-й планируется, значит, в конце октября, как это обычно бывает. Но из-за того, что шансы Байдена и Трампа, они невычисляемы в данной хаотичной ситуации, в нарастании социальной и политической напряженности в США, скорее всего, съезд будет проведен, точнее, пленум будет проведен после американских выборов, ну, возможно, там 4, 5, 6, 7 ноября. Вот, соответственно, то, что будет оказывать влияние на победу Байдена на пленум и дальнейшую карьеру политическую Си Цзиньпина. Соответственно, в случае победы Байдена и закрепления демократов у власти, речь пойдет о том, что разыграется очень активная борьба между продемократическими, проамериканскими преемниками в Китае. Очевидно, что Ли Кэцян по возрасту на такого преемника уже не подходит, при этом он сохраняет свое политическое влияние, но в основном составе Политбюро 25 человек Китайской коммунистической партии. Есть сильные, соответственно, лидеры, которые сейчас не видны, но они, соответственно, попытаются к 2022 году в случае победы Байдена развернуть какую-то, соответственно, борьбу за власть. И наиболее вероятная группа – это достаточно сильные представители шанхайских комсомольцев. То есть это, ну, типичный представитель, это, например, Ли Цян, нынешний глава горкома Шанхая, бывший руководитель комсомола, один многих комсомольских организаций, руководитель регионов в шанхайском, соответственно, макрорегионе. Соответственно, вот либо типичный представитель шанхайского комсомола Хань Чжэн, это 7-й член Политбюро, вот, которого обогнал в свое время на посту главы горкома Си Цзиньпин, главы горкома Шанхая. Вот эта группа очень мощная, она подробно описана в книге, она может прийти к власти в Китае. В принципе, к России они относятся нейтрально. То есть для нас это наиболее выгодный, в принципе, вариант устанавливать с ними отношения и, соответственно, минимизировать риски. Почему? Потому что Соединенные Штаты, конечно, потребуют более сворачивания нынешней интеграции с Россией, и в лучшем случае, а в худшем это будет попытка, соответственно, развязать какую-то пограничный конфликт с Россией, в худшем случае, если придут наиболее одиозные комсомольские деятели, те же выходцы из, соответственно, бывшие, там, например, руководитель Хэйлунцзяна Лохао и так далее. То есть все это есть в книге, подробно описано, соответственно, это все есть. Это будет в случае победы Байдена. То есть в вакууме это радикальная ситуация, чисто умозрительно, это вот будет происходить вот так. В случае победы Трампа у Си Цзиньпина также будет, наоборот, развязаны руки, то есть дальнейшее будет сворачивание
активности американско-китайской, соответственно, торговля 15%, как это было в 2019 году, может быть 10-15% в такой амплитуде ежегодно. То есть США превратится останется крупнейшим партнером, но роль американцев в китайской экономике, конечно, в несколько раз сократится за последующие 4 года. Это, естественно, приведет к тому, что лобби проамериканское в лице комсомола будет серьезно, еще более серьезно отстранено от власти. Почти все посты будут заняты сторонниками Си Цзиньпина. Впоследствии, конечно, они также начнут между собой бороться за наследие Си Цзиньпина, за преемничество уже после 3-го, 4-го срока и так далее. Но в данном случае произойдет вот так. И что произойдет с комсомолом, с молодежным движением? Оно будет радикализироваться, оно будет маргинализироваться и радикализироваться, каким оно уже было, соответственно, и в 20-е годы. Это будет просто террористическая организация, общество марксистов, которое будет, соответственно, основным лозунгом будет это то, что Си Цзиньпин реально не выступает за марксизм, что это не настоящий марксист и так далее. Это будет работа среди мигрантов рабочих, внутренних китайских мигрантов, которых примерно 200 миллионов и которые, конечно, обеднеют после сворачивания контактов с Соединенными Штатами. И, конечно, это будет попытка на дестабилизацию Китая путем оранжевой революции. Но очевидно, что эта революция не произойдет, потому что некому будет ее поддерживать из-за океана. То есть, если, конечно, Пентагон не примет такое комбинативное решение, что в случае военного конфликта на поражение Китая потребуется также и часть элиты, которая, скажем так, не позволит не позволит Си Цзиньпину руководить армией и ответить на ядерный удар. То есть, конечно, такой сценарий тоже не исключен, но загадывать на несколько лет вперед достаточно сложно. Это если такими достаточно крупными мазками все обрисовать, и если бы ситуация происходила в вакууме. Но, значит, одно дело это вакуум, это некие умозрительные конструкции, реальность будет комбинативная. То есть, что происходит реально во время американских выборов и на что мы не обращаем внимания. Потому что у нас уровень политологии в отношении США публичный, он примерно такой же, как и я сейчас высказал про то, что, соответственно, принимают высказывания Трампа за чистую монету, то есть прямые, значит, фиктивные заявления политические воспринимаются как некий элемент реальности, анализа и так далее. Так вот, из-за того, что уровень политологии достаточно низкий, не обращается внимания абсолютно на то, что одновременно с выборами президента происходит до выбора в Верхнюю палату американского Конгресса. А я вам хочу напомнить, что именно Верхняя палата американского Конгресса, соответственно, Сенат, он не позволил импичменту против Трампа состояться в 2019-2020 году. Хотя демократы очень хотели этого, но поскольку Сенат был в основном с республиканским большинством, республиканцы не дали пройти этому импичменту. Вот сейчас то, что происходит, это не только борьба за президентское место, но и борьба за освобождающиеся места в Сенате. И, скорее всего, существует очень большая вероятность, что из-за падения экономического уровня жизни, экономики штатов, оно происходит, да, то есть в Нью-Йорк покинули более 40% обеспеченных граждан. Преступность в Нью-Йорке увеличилась на 166%, в Сиэтле на 525%. То есть из-за этой дестабилизации, невротизации общества, действительно в Сенат могут пройти представители демократов. Чисто по вероятностному принципу, то количество мест, которые освобождают республиканцы, оно вводит нас в эту зону риска. И в реальности, соответственно, после победы Трампа, даже после того, как его поддержит американское общество, произойдет также замещение в Сенате демократами. И демократы, соответственно, через месяц-другой организуют Трампу импичмент.
который с большой долей вероятности в 2021 году может произойти. По итогу этого импичмента будут назначены перевыборы президента США, на которых уже не будет участвовать Байден. В них могут участвовать разные абсолютно лица, начиная от самого, соответственно, от того же Сандерса, которого отстранили в результате кулуарных игр в Демократической партии, Кассия Кортес как радикальный элемент. То есть и уже в результате этих выборов, соответственно, произойдет перераспределение новой власти в США. И к первому кварталу 2021 года, когда экономическая ситуация также не будет абсолютно благоприятной, уже можем смотреть на скажем так, изменения, опять же, внешней и внутренней политики США, и в том числе в отношении Китая. И вот в этой турбулентности мы будем существовать достаточно долго. До 2023 года турбулентность будет связана с отсутствием завершения кризиса, его продолжением. К сожалению, вот эти мечты о V-образном восстановлении экономики, они остаются мечтами. То есть, если сгорел лес, конечно, на его месте появится когда-нибудь новый лес, но он не появится завтра, он появится в течение нескольких лет. То есть, это V-образное восстановление, оно не будет к концу 2020 года, оно будет, вот это вот V-образное восстановление, оно будет к 2026 году самое раннее завершено. И до 2026 года будет мир находиться в такой турбулентности. Соответственно, в 2021 году Китай, возможно, ожидает более реальный комбинативный сценарий. В чем он состоит? Дело в том, что когда центральная власть ослабляется, когда президент не чувствует себя уверенно, ни Трамп, ни переизбранный после Трампа президент, если таковые события случатся, тогда начинают усиляться ведомства, ведомственные интересы. И ведомственные интересы по освоению бюджета будут с одинаковой силой отрабатываться в китайском направлении, поскольку есть запрос у Конгресса на это, запрос американского общества, поэтому эти траты будут легко обосновать. Значит, речь идет об одновременно двух негативных в отношении к Китаю сценариях. И началу боевых действий на его периферии, и вложению бюджета в дестабилизацию внутренней политики, соответственно, Китая, то есть оранжевая революция. Это одновременно будет реализовываться как Пентагоном, так и ЦРУ. Это наиболее вероятный сценарий в случае реального продолжения ослабления власти первого лица. А это реально произойдет, это будет происходить минимум до середины 2021 года. То есть вот реальный сценарий для Китая. То есть, и в принципе китайцы, они понимают, они к этому сценарию готовятся уже с 2018 года. И, конечно, он будет подразумевать закручивание гаек внутри Китая. И то, что вот это вот, соответственно, те явления, которые возникли во время изоляции, самоизоляции, в Китае называется это взаимная изоляция, соответственно, вот эти явления, они продолжатся и будут использованы для усиления, соответственно, контроля над обществом. Спасибо большое, не забывайте писать комментарии, ставить лайки, подписываться на канал и рекомендовать друзьям. Спасибо.